Переходим к изучению Cubase. Когда вы его установили на компьютер и запускаете с рабочего стола, перед вами открывается вот такое окно. Что мы с вами здесь видим? Слева здесь будут различные новости, видео про сам Cubase, про сведения, ну и так далее. Также ссылки на форум, на поддержку, это понятно. Сверху здесь различные уже заготовки, преднастройки. Здесь проекты, которые были открыты до этого. А в нижней части мы с вами можем настроить, куда Cubase будет сохранять наши проекты. Тут, думаю, ничего сложного. Нажимаем Create. И у нас создается пустое окно. Соседи играют в боулинг. Итак, что нам нужно сделать первым? Заходим в Studio Setup. И нам нужно с вами выбрать звуковую карту. У меня сейчас в компьютере внутренняя звуковая карта отключена в BIOS. Поэтому я не могу сейчас выбрать, какую карту использовать. То есть тут по умолчанию идет только одна. То есть выбираем нашу звуковую карту. Дальше идем Control Panel. Сейчас объясню про задержку. Вот latency. Если у вас стоит минимальная задержка, то у вас будет максимальная нагрузка на компьютер, но будет, соответственно, минимальная задержка. Ну, как это проявляется? Например, вы играете на MIDI клавиатуре, и вы слышите звук прямо мгновенно. Никакой задержки практически нет, да, то есть она минимально возможная. Если же вы ставите максимальную задержку, то нагрузка на процессор будет у вас минимальной, но при этом будет максимально возможная задержка. Да? То есть если вы будете играть, то задержка будет настолько большой, что играть будет некомфортно. То есть вы ударили по клавишам, а сигнал пришел, например, через секунду. Это очень тяжело. Некомфортно. Дальше, что еще вам нужно будет сделать обязательно? Заходим Edit, Preferences, Audio и ставим вот здесь галочку. Это необходимо для того, что если у вас проект, например, 48 кГц, настраивается он вот здесь Project Setup, и выставляем вот здесь разрядность, битность нашего проекта. Например, у вас проект 48 кГц, а трек у вас в 44, и вы его закидываете в Cubase, и у вас начнется рассинхрон. То есть если вы будете слушать трек просто как композицию через любой проигрыватель, он будет у вас играть медленней или быстрее, чем в Cubase. То есть, поэтому эту галочку нужно поставить, чтобы Cubase автоматически понимал эти проблемы и подстраивал разрядность под разрядность вашего проекта. Тогда проблем вообще никаких не будет. В процессе монтажа я понял, что забыл рассказать еще про очень важный момент насчет настройки звуковой карты. Заходим в Studio, Audio Connections. Так, вот здесь у вас будут пустые поля. Давайте я это удалю сейчас. Вот у вас пустые поля. Вам нужно сказать Cubase, откуда он будет брать звук и куда он должен будет его выводить. В качестве inputs нажимаем ADD Bass, нажимаем ADD. Здесь мы должны выбрать нашу звуковую карту и ее аналоговые входы. То есть, например, это микрофоны, да? Аналоговый вход микрофона. Задаем, готово. Outputs. Outputs — это наши мониторы. То есть у нас Cubase должен знать, куда он должен выводить звук, да? Мы также тыкаем ADD Bass. Здесь выбираем нашу звуковую карту. И здесь мы должны сказать: я хочу, чтобы ты выводил нам звук на мониторы. Тыкаем аналог, тыкаем аналог. Окей. Вот по такой схеме у вас должно быть настроено. Здесь можно еще подключить Control Room. Это чуть позже, об этом поговорим. Изначально, чтобы все работало, чтобы шел звук и вы что-то слышали, вот должны быть такие настройки. Это что касается основных настроек Cubase, которые нужно сделать вот прям сразу. Едем дальше. Cubase. Давайте пробежимся по основным окнам Cubase. Вот здесь в верхней графе, где File, Edit, Project и так далее, вам понадобится файл экспорт и
пожалуй, все. Project Setup, который мы рассмотрели в прошлом уроке. Но у меня уже очень давно стоит 48 кГц, 24 бит. То есть я сюда никогда не залажу в последнее время. Дальше. Транспортная панель. Что мы здесь видим? Наиболее часто используемые элементы в этой транспортной панели у нас это, конечно же, вот эта стрелочка. Идет Snap. Snap это привязка. Сейчас покажу, как это работает. Например, у нас сейчас с вами стоит привязка, и квантизация идет 1 к 1. То есть это вот один такт, да? 1 к 1, один такт. И у нас с вами включена привязка. Поэтому я могу делать... Привязка идет вот к началу такта, да? Ну, понятно. Если же я делаю здесь квантизацию, например, 1/2, соответственно, я могу делать уже 1/2, 1/4 и так далее. Это вот привязка. Если я привязку убираю, тогда я смогу выделять области любые, без привязки к какой-то сетке. Ножницы – это разрезать объекты. Ну, это все мы рассмотрим уже в процессе, когда будем что-то с вами делать и писать. Это у нас Colorize, это мы будем с вами красить. Например, вот у нас есть какой-то элемент, и мы хотим его выделить, чтобы он был яркий. Хоп, готово. Так, следующее окно. Следующее окно – это вот самое большое. Здесь мы будем с вами добавлять различные аудио, инструментальные треки. Это окно, в котором мы с вами будем, собственно, все делать, где будут лежать наши MIDI-файлы, аудиофайлы. Это окно Meter, это показывает нам уровень громкости выходного сигнала. Давайте покажу на примере. Возьмем, да, к примеру, любой элемент. Вот, и он нам показывает его RMS, его громкость, да. Control Room – это довольно хитрая вещь, ее мы рассмотрим чуть-чуть попозже, когда будем рассматривать, как подгрузить референс. Медиа. В Cubase уже есть встроенные лупы, сэмплы очень хорошего качества. Они находятся вот в этой вкладке. Media, Loops. К примеру, мы с вами пишем какой-нибудь хип-хоп трек. Мы можем зайти сюда. Тут уже вот есть готовые кики, различные перкуссии, ну и так далее. Ну, раз уж мы остановились на этом моменте, то давайте рассмотрим еще вот этот как бы проигрыватель Cubase, да? Мы с вами видим вот здесь такие как бы иконки. Если мы их снимем, соответственно, ничего не будет происходить. И нам, чтобы прослушать, нужно будет нажимать каждый раз play. Ну, чтобы этого не делать, мы ставим с вами вот этот галочку, чтобы все тут воспроизводилось автоматически. Плюсом Cubase является, что здесь все кнопочки частенько подписываются. И становится понятно, что за что отвечает. Но смотрите, если мы ткнем эту кнопку, тогда наши биты, ну вообще наши сэмплы любые, они будут играть уже с темпом нашего проекта. То есть у нас сейчас темп 120 стоит, и он играет с темпом 120. Если мы с вами убираем эту галочку, он играет с темпом вот 82 BPM. Очень удобно. Следующий момент, что любой понравившийся нам сэмпл мы можем перенести с вами на таймлайн. Например, нам понравился этот бит. Мы его берем и перетаскиваем левой кнопкой. И вуаля, он у нас перетащился. Давайте верхний уберем. Убирается это все. Выбираем то, что нам нужно удалить. Тыкаем правой кнопкой и Remove Selected Tracks. Так, мы с вами добавили трек, сэмпл на наш таймлайн. Мы видим, что он сейчас
вот с такой вот как бы волной, да, и нотка здесь нарисована. Это значит, что он находится вот в музыкальном моде. То есть идет привязка к нашему темпу. Если мы нажмем сюда, то мы услышим сэмпл в оригинальном его темпе. Если же опять зажмем музыкальный мод, то он будет у нас играть в темпе нашего проекта. Чтобы мы могли двигать вот эту вот полоску, которая находится сейчас вот здесь между вторым и третьим тактом, мы должны поднести вот к этой полосе и нажать левой кнопкой. Зажать левую кнопку мыши, и тогда мы можем передвигаться куда нам надо. В любую точку. Если мы возьмем чуть-чуть выше вот этой полосы, то есть видите, она как бы у нас разделяется на две, да? Одна становится чуть-чуть серой, вторая черная. Вот если мы перейдем на серую и начнем выделять, у нас будет выделяться область, с какой нам нужно работать. Если мы выделили вот эту область, она у нас появилась, мы наводим на нее мышкой, и появляется вот такая рука. Да? Если мы зажмем левую кнопку мыши, эта часть у нас будет двигаться. Переходим к следующему занятию. Сейчас мы рассмотрим с вами нижнюю панель. Понятно, это остановить, это запустить и начать запись. Как настроить темп нашего проекта? Мы можем либо использовать вот эти стрелочки, либо ткнуть 2 раза сюда и прописать нужный нам темп вручную. Это 4/4, это размер нашей композиции. Он меняется точно так же. Мы тыкаем 2 раза левой кнопкой, вбиваем нужный нам размер, например, 7/8, да? Вуаля, готово. Ну, давайте сделаем по классике. 4/4. Также здесь в нижней графе у нас идет активация метронома. Также он работает на кнопку N. Если вам хочется изменить громкость метронома или изменить его звук, мы переходим в транспорт, метроном сетап, и здесь настраиваются все его основные элементы. То есть я вот изменил звуки. Так, я забыл упомянуть еще про один важный момент, это зацикливание. Например, мы с вами выделили какую-то область, я закинул какой-то сэмпл сюда, да? И вот он сейчас в темпе 82. Давайте уберем этот музыкальный мод, изменим здесь наш темп на 82. 82. Вот, у нас бит в 1 квадрат. И мы хотим его прослушать несколько раз. Мы с вами подводим вот сюда наш карандашик к левой части. Вот здесь можно поставить 1. Здесь мы включаем привязку. И теперь подводим карандашик, выделяем нашу область и нажимаем «Зациклить». И теперь у нас этот кусочек будет играть постоянно. Если он звучит слишком громко, вот здесь мы можем изменить его громкость. Либо изменить громкость вот так. Также в этом окне есть значение панорамы, то есть где он будет играть справа или слева. И параметр задержки. Но этот параметр я чаще всего применяю при написании оркестровой музыки, то есть в каких-то вот таких битах и прочее я это не использую. Это что касается нижней панели, темпа и метронома. Есть еще один нюанс по темпу. Если у вас трек играет, например, сейчас 82 BPM, и вдруг, например, в припеве вам захотелось сделать его там 120 BPM, да? Это очень легко делается. Мы делаем так. Тыкаем вот в этом окне правой кнопкой и выбираем ADD Tempo Track. Можно его перенести, например, наверх, чтобы он нам
не мешал. Также вот эти все дорожки растягиваются. Так, у нас есть с вами темпо-трек, да? Вот он у нас идет 82. И, например, на пятом такте нам нужно перейти на 120. Смотрим, так, привязка включена. Ставим здесь точку и поднимаем до 120. И все. И теперь у нас дальше трек будет играть со скоростью 120 BPM. И, например, там через 2 квадрата мы хотим вернуться обратно на 82. Тоже ставим точку. И возвращаемся на 82. Оп, готово. Если вы передумали использовать темпо-трек, вы можете его, например, деактивировать, либо вообще удалить. То есть выбираем правой кнопкой мыши и Remove. Также все удаляется, любой файл, да, вот удаляется правой кнопкой мыши и Remove. Все, у нас с вами опять голое окно. В этом видео мы с вами поговорим про импорт файлов в Cubase. Сделать это можно несколькими способами. Первый — это классический файл, импорт, аудиофайл, и выбираем тот, который нам нужно. Либо берем файл и прямо drag-and-дропом перетаскиваем его в Cubase, вот в это окно. Либо есть куда более интересный способ, и который я использую, собственно, всегда. Это Media Bay. По умолчанию он открывается через кнопку F5, но я его переназначил на кнопку 0, потому что это удобнее и быстрее. Окей, вот у нас открывается такое окно. Я его настроил под себя. Все настройки делаются вот в этих шестереночках. То есть тут, когда тыкаете, вы понимаете, что тут добавляется, что убавляется. У вас откроется вот такое окно. Вам нужно будет поставить галочки на дисках, которые вы хотите, чтобы Cubase видел. И когда вы поставите эти галочки, Cubase просчитает все ваши данные, и после этого любой ваш сэмпл можно будет прослушать прямо в Cubase. То есть вам не нужно будет заходить вот в проводник, щелкать его, да, каждый раз открывать, чтобы прослушать. Все это можно удобно сделать в Cubase. То есть, например, у меня вот есть папка с сэмплами, мне нужно достать там тот же шейкер, да. Я захожу в папку с шейкерами, выбираю шейкер. Угу. Я такой послушал, так, немножко не то, да, хочу, например, другой шейкер. Захожу в шейкеры. Такой, ага, вот это то, что мне надо. Я беру этот сэмпл и прямо перетаскиваю на таймлайн. Все, у нас есть шейкер. Супер. Итак, с абсолютно любым сэмплом можно его прослушать. Можно его прослушать также в темпе нашего проекта и перетащить его на таймлайн. Клево же, да? Давайте поговорим теперь про добавление инструментальных треков. Например, вы включили компьютер и хотите поиграть на вашей MIDI-клавиатуре, например, на пианино, да? Это очень легко сделать. Тыкаем вот в этом окне правой кнопкой мыши ADD Instrument Track. В Cubase уже встроены несколько синтезаторов. Ну, вот, например, Pet Shop — это встроенный синтезатор Cubase. Выбираем его, и у нас подгружается с вами синтезатор. Теперь мы нажимаем на клавиши, и мы можем с вами играть. Также вы тут выбираете интересные пресеты, которые вам нужны, но это уже другой разговор. Если вам не нравится этот способ добавления через правую кнопку мыши, и вы любитель крестиков, тогда тыкаем вот на этот крестик, и тут будет точно такое же окно, в котором вы выбираете инструмент трек. И также вы должны выбрать, какой инструментальный трек
вы будете добавлять, да, то есть вот у меня был Pet Shop, я, например, хочу добавить сэмплер контакт и играть на хорошем пиано, да, выбираю контакт, выбираю пиано, загружаю его, пиано есть. Как загрузить контакт, установить, как вообще все это работает, мы с вами рассмотрим тоже немножечко попозже. В этом видео мы поговорим с вами про запись. Начнем, наверное, с аудиодорожки. То есть вы, например, хотите записать свой голос или, например, гитару. Да? Тыкаем вот в этом окне правой кнопкой мыши ADD Audio Track. Здесь есть один нюанс. Cubase спрашивает вас, откуда брать звук. У меня аналог один. Это код на карте, куда входит микрофон. Configuration. Это он спрашивает, тебе сделать сигнал моно или стерео? Я говорю, давай моно. И он говорит, а тебе выводить куда это? В стерео? Я говорю, да, давай в стерео шину. Я говорю, да, не вопрос. Называть как-нибудь будешь? Я говорю, да, давай назову его Ишс. Микрофон. Нажимаю Enter, и у меня создается вот такое вот окошечко. Если я нажму вот на этот монитор, то мы сможем с вами слышать, что он записывает. Но я его пока отключу, чтобы не двоило. Мы с вами ставим бегунок, например, на начало. Нажимаем. Так, давайте отключим наш метроном. Нажимаем play, нажимаем запись. И вот пошла запись голоса в Cubase. И вы начинаете петь своим восхитительным красивым голосом, не таким, как у меня. И нажимаете стоп. После этого вы сможете прослушать то, что у вас получилось. Вот у нас получилась какая-то дорожка, да? Ну вот она получилась, и что с ней дальше делать? Здесь мы можем с вами менять громкость этой дорожки. Здесь мы можем с вами менять, где она у нас будет говорить. Этот мы параметр с вами не будем трогать. И вот здесь у нас идут различные важные окошечки. Самым важным окном является окно Insert. Тыкаем сюда и тыкаем вот сюда. И здесь мы можем выбрать плагины, которые мы будем использовать для того, чтобы как-то в дальнейшем обрабатывать наш звук. Мы хотим, например, использовать эквалайзер, да, чтобы убрать, не знаю, там низкие частоты в этом прекрасном пении. Мы можем зайти либо в EQ и выбрать нужный нам инструмент, либо, если мы уже знаем, как называется наш эквалайзер в данном случае, мы нажимаем прямо здесь его название, выбираем его, и оно у нас открывается. Давайте зациклим какой-нибудь элемент, поставим на прослушивание, и нам наш эквалайзер показывает, что происходит с нашим голосом. Ну и дальше мы можем делать уже различные манипуляции с ним. Окно Send мы, наверное, рассмотрим чуть позже, когда будем рассматривать окно FX. Таким же образом можно записывать гитару, да, то есть если у нас вместо, гитару, еще какие-то инструменты, давайте, вот, допустим, гитара, да, в карту идет шнур от гитары, да, хорошо, мы заходим сюда, также правой кнопкой, либо если вы любите крестики, то сюда, мне удобнее мышкой, ADD Audio Track, и вот здесь мы должны выбрать вход нашей звуковой карты, куда идет у нас шнур от гитары. То есть, если у меня на первом канале микрофон, значит гитара в каком-то другом канале, да? Я знаю, что у меня это на третий канал идет. Я знаю, что хочу моносигнал и также на стереошину. Назову это гитара. Вот, я что-то там записываю, включаю метроном. Так, я записал гитару, да.
и я хочу с ней что-то сделать. Мне кажется, что она тиховато звучит, мне нужно добавить у нее там что-то вырезать. Я также захожу в Insert, выбираю здесь там нужный мне плагин, как-то обрабатываю. Так, например, мне нужен какой-то лимитер. Я такой, так, хорошо, возьму лимитер. Хотел немножечко добавить себе реверберации, добавляем себе какой-то реверберации, грубо говоря, да, все. Это что касается работы с аудиодорожками. Сейчас давайте поговорим конкретнее про контакт. Купили, или где-то взяли, установили эту систему. Вы заходите ADD Instrument Track, выбираете здесь контакт, и вы должны купить или где-то найти библиотеки. После того, как вы их купили, скачали, вы тыкаете Manage Libraries, ADD, и затем вы должны указать место, где лежат ваши библиотеки, и контакт просчитает ваш жесткий диск и добавит эти библиотеки вот в это окно. Затем вы нажимаете Save, и у вас появляются различные библиотеки, от там каких-то барабанов до вот целых оркестров. И в чем прикол? Хотите поиграть, например, там на скрипках, да? Не вопрос, вы загружаете скрипки. Все, вуаля, скрипки готовы. Вы хотите поиграть на пиано. Хорошо, пиано готово. Вам нужны барабаны. Хорошо, вы заходите в папку с барабанами. Барабаны готовы. То есть контакт — это универсальная штука, это классный сэмплер. То есть вы сюда можете добавлять абсолютно фантастически классные сделанные библиотеки и использовать их для написания музыки. Еще раз, чтобы его добавить, вот у нас голое окно, у нас ничего нет. Мы с вами тыкаем правой кнопкой сюда, ADD Instrument Track, выбираем вот здесь контакт и нажимаем ADD Track. После того, как он у нас загрузился, мы с вами выбираем нужную нам библиотеку, то есть что вы хотите делать, писать какой-то там оркестр или что-то еще, да, и загружайте сюда нужный патч. Сидите, играйте и наслаждаетесь. Один нюанс в том, что сейчас многие библиотеки довольно-таки требовательные, и если у вас есть деньги, то лучше, конечно, все это закидывать на SSD-диск, которые быстрые и которые облегчат вам существенно жизнь, сэкономят вам кучу времени. Потому что некоторые библиотеки могут загружаться с HDD-диска, по несколько минут. Это кошмар. Я с удовольствием выбросил все жесткие диски и оставил все на SSD. Так, давайте поговорим про работу с MIDI, с MIDI-файлами. Вам нужно создать проект, загрузить какой-то инструмент, например. Мы видим, что у нас голый таймлайн. Мы с вами можем создать MIDI вот здесь несколькими путями. Например, мы можем выделить какой-то участок, ткнуть здесь мышкой 2 раза, и создается какой-то MIDI паттерн, да? Тут сейчас ничего нет, но сам файлик создался. Либо мы можем взять инструмент карандашик. Я вот включил привязку, делаем карандашиком так, и у нас появляется тоже MIDI. Но, как мы видим, опять же, ничего внутри них нет. Еще одним вариантом можно запустить запись. Но смотрите, какой нюанс. Если мы сейчас ничего не будем делать, у нас как бы файл появляется, да, но как только мы нажмем стоп, файл пропадает. Поэтому нам нужно с вами хотя бы разок ткнуть на одну ноту. Все, тогда все останется как есть. И появится нотка. Теперь давайте загрузим с вами какой-нибудь инструмент, тоже пиано. И теперь что мы с вами можем здесь делать? Мы с вами, давайте закрою, 2 раза тыкаем на MIDI файл. Вот если мы ткнем на это, у нас откроется на все окно, что удобно. Когда мы с вами ставим бегунок вот на эту линию и как бы
опускаем мышку с зажатой левой кнопкой или поднимаем, у нас, соответственно, расширяется или сужается диапазон. Давайте удалим эту нотку. Теперь мы можем с вами рисовать здесь все, что нам вздумается, все, что нашей композиторской душе вздумается. Как это делается? Мы можем с вами взять вот этот карандашик, включаем привязку, и что нам нужно, да? Например, мы хотим с вами написать аккорд. Мы с вами можем зажать, например, до минорный, да? Берем до. Готово. У нас звучит аккорд 1 квадрат. Если мы хотим, чтобы он звучал, например, 2 такта, мы выделяем наши нотки, зажимаем их и растягиваем на 2. Если мы хотим, чтобы звучало с более сильной атакой, мы выделяем эти нотки, зажимаем Ctrl-Shift и тянем вверх нашу левой кнопкой мыши. Мы слышим, да, что начало пиковать. Выделяем их, делаем мягче. Также можно делать вот здесь. Просто выделять наши MIDI-ноты и вручную здесь тыкать. Но я как-то привык уже на автомате зажимать Shift и нужный уровень находить именно с помощью мышки. Если мы сидим такие и не знаем, как зажимается аккорд до минор и вообще любой аккорд, мы с вами можем перейти вот сюда, Chord Editing, и тыкаем вот сюда. Вот у нас был до минор, да, мы хотим до минор. Тыкаем сюда, все, до минор готов. Угу. Мы такие, нам бы надо ре диез поднять на октавку, да, мы берем эту ноту, мы ее можем либо вручную перетаскивать левой кнопкой мыши, либо мы можем зажать Shift, нажать вверх, и она у нас поднимется на октаву вверх. Мы хотим продублировать ноту до, да, например, мы копируем эту ноту Ctrl-C, как и всегда, ставим наш бегунок в начало, нажимаем Ctrl-V. У нас она создалась как бы дубликатом, мы ее сейчас не видим, но если мы зажмем Shift и нажмем вниз, у нас появляется эта нота. Теперь получается у нас вот такой аккорд. Мы хотим все ноты опустить вниз. Мы выбираем Ctrl-A, выделить все, нажимаем Shift вниз, и у нас опускается все на октаву вниз. Мы хотим сделать помягче звук, нажимаем Ctrl-Shift и мышкой опускаем Velocity. Мы хотим сделать в 3 квадрата. Мы выбираем эти ноты и растягиваем их. Мы хотим сделать, чтобы с 3-го квадратика начинался другой аккорд. Мы берем ножницы, разрезаем эти нотки, и мы можем либо удалить эти файлы и самостоятельно написать аккорд от руки, да, либо мы можем, например, мы хотим перейти на фа, например, мажор, да, мы можем поднять нашу тонику до ноты фа. Мы видим, что Cubase нам говорит, сейчас минор. А мы такие, мы хотим мажор. Жмякаем в мажор. И он нам переделает аккорд в мажор. Мы можем удлинить наш MIDI данные с помощью вот этого бегунка. То есть, если мы его вводим туда-сюда, у нас либо он увеличивается, либо сокращается. Если мы сокращаем, то мы видим, что MIDI файлы у нас играть не будут. Но они у нас тут как бы сохраняются в памяти Cubase, что удобно.
Хорошо. Мы здесь сделали так. И теперь мы хотим перейти, например, еще на один аккорд, да? Мы с вами копируем этот, ставим сюда, так как у нас включена привязка, ставим вот на 4-й квадратик, Ctrl-C, Ctrl-V, переходим, например, на, ну не знаю, на соль, соль мажор, да? Хорошо. И у нас получилась гармония из трех аккордов. То есть мы, в принципе, даже если не знаем, как строится аккорд, Cubase нам подскажет. Если мы хотим, например, здесь сделать не мажорный, а sus аккорд. Хорошо, мы ставим здесь sus 4. Мы такие, так, на sus 4, но было бы здорово, чтобы он вернулся у нас на мажор, да? Но здесь как бы уже должен начинаться снова новый квадрат. Мы с вами берем, ставим вот здесь 1/2, берем ножницы, разрезаем наш аккорд, берем стрелочку, ставим мажор, и у нас получается такой классический ход. То есть все это делается очень быстро. Если вы хотите использовать вот этот chord editing в Cubase, он очень помогает, очень ускоряет работу. Если вы не особо шарите в музыке и для вас все это довольно сложно, то это классно помогает. Да, в принципе, даже когда ты знаешь, как они строятся, бывает, что гораздо быстрее просто жмякнуть одну кнопку сюда, да, чем вручную вбивать вот так. Потом так. Или можно сделать просто. Готово. Ну и растянуть потом. Вот, это что касается такой простенькой работе и корректировки MIDI данных. Еще не рассказал один момент. Если мы хотим написать какую-то мелодию, у нас, например, не включена привязка, да? И мы начали с вами писать свою лучшую мелодию в жизни. Фантастика. Мы с вами написали, надо послушать под метроном. Включаем. И что мы слышим? Мы слышим полную дичь. Такие, блин, а в голове-то было совсем по-другому, да? Надо как минимум применить квантизацию. Как это делается? Вот у нас есть с вами ноты. Мы выбираем с вами Ctrl-A. Здесь выбираем значение разбиения сетки, да, к какому значению будет у нас привязываться наши ноты. Ну, допустим, мы хотим 1/8. Мы выделили ноты и нажали кнопку Q, которая под единичкой на клавише. И мы видим с вами, что все наши нотки привязались близкой вот 1/8. Если мы хотим с вами, чтобы было 1/4, например, выбираем здесь 1/4, включаем привязку, нажимаем Q. И теперь они разбежались у нас по привязке к 1/4, видите? Еще один нюанс. Это что касается квантизации. То есть это все настраивается вот здесь. Включаем привязку, включаем квантизацию. Также здесь есть небольшие настройки по рассинхрону между, ну скажем так, не четкой привязки к самой сетке. У нас есть с вами вот длина наших нот. И мы хотим, чтобы они все были одной длины. Например, 1/8. Мы с вами их все выделяем. Переходим в параметр length. И применяем fixed length. И они у нас становятся все в длину 1/8. Ну и также мы можем менять velocity вручную. Как нам нужно. Еще один параметр, который очень часто применяется, это параметр modulation. Я удалил наши MIDI данные, захожу сюда, удаляю наш ненужный нам инструмент и возьму другой инструмент. Захожу опять в наш MIDI файл, пусть он нам сыграет опять до минор.
есть аккорд до минор. И мы слышим, что у нас ноты, точнее струны, они играют у нас вот как бы, да, с одной динамикой ничего не происходит, как начали, и вот они, давай тянуть. Если мы перейдем в параметр Modulation, возьмем вот этот карандашик, отключим привязку, мы с вами можем нарисовать то, как будут у нас играть струны. То есть мы хотим, чтобы они сначала играли тихо и нарастали, да, потом достигли какой-то точки, и чтобы они дальше начали играть еще тише. Хорошо, давайте нарисуем примерно то, как мы это слышим у себя в голове. Вуаля, готово. Так, а если мы хотим, чтобы у нас было два аккорда, мы делаем так, выделяем наши MIDI данные, берем привязку, разрезаем наши данные. Теперь у нас с вами до минор. Давайте опустимся с вами на, во-первых, сделаем мажор и, например, сделаем вот так. Но мы хотим, чтобы у нас была немножко другая динамика. Мы с вами удаляем эти данные, берем снова квадрат, отпускаем привязку, рисуем заново наши холмики. К примеру, да? И как у нас это изменится. То есть теперь появилась какая-то динамика, да? То есть они играли тихо, громче, 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 тише. А теперь, если у нас этого не будет, это будет звучать вот так. Это тоже звучит хорошо, это тоже уместно. Эти библиотеки делали очень крутые люди, то есть все звучит фантастически здорово. Что касается работы с MIDI. Ну, если что-то будет непонятно, забыли, то посмотрим, я думаю, уже ближе к практике, да? Теперь давайте посмотрим, как же мы можем с вами записывать то, что мы играем, да? Например, мы с вами загрузили библиотеку, загрузили наш контакт, да? У нас вот появились какие-то звуки. Так, сейчас я быстренько гляну, все ли я настроил на минимум. Так, готово. Мы хотим с вами записать нашу великолепную идею. Мы включаем с вами метроном, ставим темп, в каком мы хотим это все записать. Запускаем наш проект и начинаем, например, играть на MIDI клавиатуре. Записали, нажимаем стоп, либо стоп здесь, как удобней. И у нас сохранился какой-то отрывок, да? Мы можем на него щелкнуть и посмотреть, какую фантастику мы с вами наиграли. Теперь, чтобы привести это в какой-то более понятный вид, мы, например, можем часть файлов удалить, выделяем наши файлы, включаем привязку к сетке, нажимаем Q. У меня еще здесь включена Soft Quantize, мы убираем пока что. И все, теперь у нас привязка к 1/8. Великолепно. И все, теперь мы можем с вами делать, собственно, любые манипуляции, какие нам нужны с этими MIDI данными. Можем вообще все удалить. Также у Cubase есть одна интересная особенность. Это Retrospective Recordings. Что это за штуковина? Смотрите, вы, например, сидите и что-то себе там наигрываете. Потом такие, блин, это же было вообще лучшее, что я написал в жизни, а запись не шла. Вообще не проблема. Вы нажимаете Retrospective Recordings, Insert, и Cubase, он все запоминает. Он помнит, как вас зовут, где вы живете,
и с кем вы спите. А также он помнит, что вы наиграли. Поэтому заходим вот сюда, и вуаля, все сохранилось. Включаем, ну опять, если мы хотим это все дело квантизировать. Тут немножко другой штрих. Включаем 1/16, включаем Quantize. И получаем шаг сломанных ног. Что-то это не то, что я планировал. Ctrl-Z отменить. Ну ладно, не суть. То есть понятно, что он что-то нам... Что он запомнил, что мы играли. Ну к тому же я же не играл не в темпе. То есть Retrospective Recordings — это очень удобная штука, когда вы что-то играете, и вам понравилось, но запись не шла. Это частенько, кстати, спасает. Забыл еще, кстати, упомянуть один момент насчет дорожек. Вы можете их либо удалять совсем, вот, например, remove, да, и она совсем удалится вообще из Cubase, и ее нужно будет заново потом загружать. Либо вы можете включить Disable Track. Получается, что он как бы замораживается, да, он становится неактивным, его нет. Но если вы нажмете потом Enable Track, он очень быстро включается, и все появляется. То есть это чуточку получается быстрее, чем делать вот так, вот так, вот так, вот так, так и вот так, да? Чем Disabled, Enable. То есть это на несколько секунд быстрее. Так, вот что касается работы с MIDI данными. В этом занятии мы поговорим с вами про экспорт файлов из Cubase. Смотрите, тут есть один момент. Например, давайте один файлик удалим. Вы что-то записывали. Окей, записали. Все вы это отквантизировали. Включили привязки, все у вас отлично. Ну, например, да, мы хотим этот файлик, например, сохранить. Что нам нужно сделать? И вообще не только этот файлик, а в принципе вообще экспорт из Cubase. Мы должны с вами выделить область, какую он будет у нас сохранять. Включаем, например, привязку. Выделяем участок. Переходим в файл, экспорт, аудио mixdown. Здесь какие есть настройки? Single — это, соответственно, единичный экспорт какого-то файла. Это может быть весь проект или конкретно какого-то одного элемента. Ну, здесь, соответственно, вы даете ему название, куда сохранять, какой формат вам нужен, и нажимаете. Либо вы можете сделать мульти-экспорт. Это уже более продвинутая такая тема, когда вам нужно сохранять какие-то стемы отдельно. То есть вы можете выбрать, сейчас здесь вот мало элементов. Давайте, например, продублируем. Объединим два элемента в группы. Назовем это strings bus. И мы видим, что у нас на экспорте появилась еще вкладка группы. Мы можем ткнуть и в группы, и в инструментальные треки, и в стерео-аут. Абсолютно все возможные вещи мы можем с вами экспортнуть. То есть не только один файл здесь будет, а здесь будет еще отдельно дорожки струнных, отдельно дорожки, 3 дорожки будет со струнными также, и отдельно дорожка стерео-выхода. То есть у нас уже здесь будет 1, 2, 3, 4, 5 дорог. В то время как здесь будет только одна дорожка, той, которой вы укажете. Ну, конечно, чаще всего это стерео-выход. Даем название, куда это сохранять и в каком формате. И нажимаем экспорт. В этом видео мы с вами поговорим про аккордовый chord-track и chord-pads. У нас сейчас загружен синтезатор RetroLog, стандартный синтезатор от Cubase. И мы хотим сказать ему, чтобы он играл какие-то аккорды. Но мы не знаем какие и не знаем, с чего начать. Что мы можем с вами сделать? Рассмотрим несколько вариантов. Заходим
вот сюда, тыкаем правой кнопкой мыши и нажимаем ADD Chord Track. Теперь мы должны активировать наш ретро-лог. Для этого мы тыкаем вот сюда, загорается красная кнопка. Мы берем с вами вот этот карандашик и тыкаем на аккордовый трек. У нас создался какой-то файлик. Мы с вами берем мышку, тыкаем 2 раза в этот крестик, и у нас открывается вот такое вот окно. И здесь мы можем с вами задать, какой аккорд у нас будет играть. Допустим, мы хотим начать с до минора. Давайте поставим еще 3 квадратика. Опять тыкаем 2 раза. Здесь мы хотим, например, мажор. Здесь мы хотим мажор. А здесь мы хотим выйти, например, тоже на мажор. Хорошо, у нас получилась вот такая гармония. Теперь мы можем с вами поменять, например, грув. У нас идет вот все на ровные части, да, мы чуть-чуть смещаем. Теперь, если нам нужны MIDI-ноты этих аккордов, мы можем их взять, выделить так. Взять левой кнопкой мыши их и перетащить на дорожку с нашим синтезатором. И у нас появляются MIDI-ноты. Мы можем с вами менять аккорды, какие мы хотим использовать. Конечно, если нет музыкальной теории и представления о том, какой дальше аккорд можно использовать, это совсем не проблема. Cubase нам подскажет, что мы можем с вами сделать. Для этого мы заходим в Chord Assistant и выбираем Circle of Fifths. Здесь мы с вами можем задать нашу тонику, и он нам подскажет, какие аккорды хорошо будут сочетаться между собой. Смотрите, у нас сейчас до минор. Давайте зададим тонику до минор. Выбираем здесь минор. И вот здесь, вот в этой графе, вот здесь мы должны выбрать до минор. Вот смотрим, он у нас вот здесь. То есть мы щелкаем вот на эти кнопочки и выбираем тонику до минор. Вот у нас появилась тоника до минор. И теперь то, что оранжевое, будет хорошо звучать вот в тонике до минор. И то, что зелененькое сверху, также будет хорошо звучать. Возьмем сейчас, к примеру, вместо этого аккорда. Вместо этого аккорда мы возьмем, ну, также оставим ре бемоль. И вместо фа возьмем си бемоль, к примеру. И у нас получилась вот такая гармония. Если мы хотим поменять аккорд, например, нам этот не нравится, мы можем поменять, скажем, на другой. Этот мы также можем поменять на другой. Здесь мы можем взять какой-нибудь, который звучит немножечко специфично, да? И получается. Также мы можем с вами менять аккорды, делать их более интересными. Например, здесь всякие сусы есть, семерки, девятки. В общем, любой аккорд вы можете здесь составить. Или, допустим, мы с вами сделали здесь СУС-4, да? Давайте это скопируем. Ставим здесь аккорд. Изменим его на мажор. И вот классический такой ход получается у нас. Вы опять же можете это все перенести в MIDI и работать уже с MIDI. Еще один момент. Вы можете загрузить аккордовые пэды. Для этого нам нужно открыть MIDI файл и аккордовые пэды. Здесь мы с вами можем вот к этим пэдам подгрузить вот эти наши аккорды.
например, взять их прям и вот так вот перетащить. И теперь у нас эти пэды привязаны к нашей MIDI клавиатуре. То есть получается, мы можем делать уже какие-то грувы. Все вот эти аккорды, они будут у нас звучать как бы правильно, да, для слуха, потому что они будут построены на основании теории. И вот то, что вот здесь нам говорит, что если ты будешь использовать вот эти аккорды, они будут звучать хорошо и будут близки к нашей тонике. Вот, то есть вы вот эти, конечно, тоже можете использовать, но будет уже немножечко так, ну, как бы отдаление от нашей тоники, да, и немножко будет непривычно для слуха. Но это не означает, что это будет звучать как-то плохо или мимо. Главное, слушайте, чтобы было интересно. Вот эти аккордовые пэды, они также меняются. Мы можем здесь выбирать наши аккорды, либо мы можем уже подгружать готовые пресеты. Например, мы хотим использовать, ну вот, ми минор, да, хорошо, выбираем ми минор, подгружаются аккорды ми минора, и мы можем ими и играть. Например, вот классический ход из эпик треков. Опять же, это все кастомизируется, выбирайте любые аккорды, какие вам нужны. Но опять же, если вы запутались, какие аккорды вы можете использовать, вы всегда можете зайти в подсказки, выбрать тонику, которую вам нужно, изменить ее. Скажем, вы пишете все в ля миноре, да? Вы выбираете себе тонику ля минора. И щелкайте, например, и понимаете, что вот такая последовательность звучит то, что вот вам надо, да? Хорошо, и вы просто перетаскиваете на аккордовый трек, либо на аккордовый пэд, либо создаете потом MIDI. Можно прямо перетаскивать вот так, если вам это удобно. То есть, в принципе, Cubase вам подскажет, что нужно сделать, чтобы написать верную гармонию. В этом примере мы с вами рассмотрим, как сделать питч и растяжение сэмпла в Cubase. Смотрите, у нас вот есть с вами такой сэмпл. Это просто голос. Например, мне хочется его сделать ниже. Это очень просто. Я выбираю этот сэмпл одним нажатием левой кнопки, и мы видим здесь Transpose. И можно изменить или повысить, или понизить, насколько вам удобно. 1 единица это полтона. Вот смотрите, у нас изначально звук такой. Вот, то есть можно сделать звук Годзиллы, да, там буквально за... Или какого-то зомби, да, за 1 секунду. Теперь, как можно растянуть или сузить, наоборот, этот сэмпл? Поставим его в оригинальное значение. Что мы можем с вами сделать? Берем, вот тут тыкаем в эту стрелочку, выбираем Sizing Applies Time Stretch. У нас появляется стрелочка вот с такими часиками. Мы подводим к нашему сэмплу мышку, и мы можем теперь с вами растянуть сэмпл или сузить его. Давайте уберем привязку, чтобы можно было до любого значения менять без привязки к сетке. Вот, таким образом можно менять pitch, можно менять растяжение или сжатие сэмплов.
Cubase буквально несколько кликов. Так, сейчас мы с вами поговорим про использование референсных треков при использовании Control Room. В чем смысл? Например, я закидываю референсный трек и хочу сравнить, как звучит, например, мой трек с этим, соответственно, референсом. Обычно всегда делаешь вот соло, да, выбираешь соло, там мьютишь, но когда у тебя очень много треков в проекте, то можно очень легко запутать. Я назначил прослушивание референса через Control Room буквально за одну кнопку. Это делается в окне Audio Connections. В окне Outputs мы должны с вами отключить нашу карту. А в окне Control Room мы должны, во-первых, активировать Control Room. И вот сделайте такие же настройки. Мы должны создать с вами Queue, он будет Not Connected. И мониторы. Мы заходим в окно, где Meter, Media, и вот CR это и есть Control Room. Активируем Queue 1. И я задал кнопку плюс на MIDI на клавиатуре, на то, чтобы у нас включался как раз этот Q1 через Control Room. Теперь, как это работает? Вот звучит, например, какой-то трек, который написал, и мне хочется посмотреть, как он звучит относительно референса. Я тыкаю на плюс. Тыкаю опять на плюс, и мы возвращаемся к нашему треку, который мы пишем. То есть получается, буквально одним нажатием кнопки я могу переключаться между референсом и треком, который пишу. Это очень удобно, потому что не надо постоянно включать вот соло, да, соло, мьютить все. Единственный нюанс Control Room, вам необходимо обязательно включить вот здесь активацию метронома, потому что если вы будете включать ее здесь, у вас как бы значок загорится, но не появится вот этого метронома, звука не будет. То есть не забудьте нажать вот здесь на активацию метронома. Для того, чтобы вам тоже задать удобную кнопку, какую вы будете использовать, мы переходим в Edit, Key Commands и вбиваем здесь Room. И вот эта графа Select Control Room Source, мы с вами тыкаем вот сюда, тыкаем на клавиатуре, какую кнопку мы хотим использовать, например, плюс, и тыкаем Assign. И нажимаем ОК. Все, и теперь мы переключаемся между нашим референсом и треком, который мы пишем, буквально в одну кнопку. Согласитесь, что это гораздо удобнее, чем тыкать постоянно соло. Вы еще не используете Control Room? Тогда мы идем к вам. Давайте сейчас поговорим про создание FX каналов и Send каналов. Например, у нас с вами есть какой-то сэмпл голоса, да? И мы хотим его окунуть в реверберацию, но не используя, например, Insert здесь. Не проблема, мы с вами тыкаем правой кнопкой мыши, ADD, Effect. Выбираем, например, Lex Hall, окей, ревербератор. И теперь мы с вами тыкаем в Vocal, Send и выбираем наш ревербератор. То есть у нас был с вами сухой сигнал, и мы добавили на него ревербератор. Что если мы хотим добавить его также на этот пад, но в меньшей пропорции, да? Тоже не проблема, мы выбираем наш пад, выбираем Send, выбираем наш ревербератор, активируем его и добавляем немножечко на наш пад. Вот
вот так вот все утонет в нашем ревере. Еще один способ добавить сенд на наши каналы. Мы также добавляем FX канал, нажимаем на кнопку E, и вот здесь мы видим send. Мы нажимаем сюда, активируем. Это еще один способ добавить send к нашему каналу. Сейчас мы с вами посмотрим, как можно определить тональность звука в Vari Audio. Вот у нас есть какой-то сэмпл, ну, например, вокальный. И мы с вами хотим определить ноты, вот что эта девушка поет. У нас с вами нету, например, MIDI-клавиатуры. И как нам их узнать? Это очень просто. Мы с вами тыкаем 2 раза в этот сэмпл. Переходим во вкладку Vari Audio и нажимаем вот эту стрелочку. И нам показываются, какие ноты эта тетенька пропевает. Мы можем их с вами подровнять, если нам вдруг захочется. Это удобный способ проверять ваши сэмплы. Например, вы закинули сэмпл и чувствуете, что он звучит как-то мимо, да, вашей гармонии. Вы всегда можете его проверить. Тыкайте в сэмпл, тыкайте в Vari Audio, и он нам показывает, что да, он на ноте ре. То есть таким образом вы можете быстро проверить и определить ноты и тональность вашего сэмпла. Так, ну что, друзья, давайте приступим к финальному видео по нашему курсу Cubase базовый. Я вот написал такой небольшой трек, небольшой кусочек в стиле какой-то хип-хоп или трэп. Да, давайте послушаем его и потом попробуем его как бы воссоздать, используя наши наработанные знания за прошлое видео. Ну, окей. Допустим, у нас с вами будет вот такой вот небольшой кусочек трека, да? Давайте попробуем сделать его заново. Вот у нас, допустим, с вами голый проект. Ничего нет. Мы с вами заходим в Media Bay, нажимаем на нолик и заходим в сэмплы. Ну, например, сейчас мы хотим все построить на сэмплах. И заходим в папку с нашими сэмплами. Затем выбираем папку, которую мы будем использовать. Входим в Drum Loops, к примеру, и слушаем, какие у нас есть драм-лупы. Послушали, выбираем понравившийся и перетаскиваем его на таймлайн. Готово. У нас с вами появился вот такой кусочек. Мы видим, что он у нас в темпе 160. Меняем с вами здесь темп на 160. Готово. Давайте послушаем, что за кусок. Окей, давайте мы его продублируем. Скажем, отрежем вот этот кусочек. И продублируем вот эту часть. Ну, вот у нас будет такой небольшой фрагмент. Дальше, что мы можем с вами сделать, это добавить, к примеру, 808 бас. Как мы с вами можем это сделать? В этом треке я использовал сэмплер трек. Смотрите, тыкаем здесь правой кнопкой. ADD сэмплер трек. Назовем это 808 бас. Заходим в наш
Media Bay. Выбираем понравившийся нам 808 бас. Закидываем его в сэмплер трек. И теперь мы можем с вами играть. Давайте выделим ноту, на которой у нас... оригинальную ноту, на которой у нас был наш сэмпл. Все, и теперь мы можем сыграть какой-то грув или же прописать это все здесь с помощью MIDI. И у нас с вами получается вот такой вот 808. Окей, давайте покрасим вот этот в коричневый цвет. А этот 808 бас, скажем, в желтый. Готово. Давайте здесь драмсы сделаем, скажем так. Окей. А 808 мы сделаем, ну, что это бас. Окей. Дальше мы можем с вами накинуть какую-то секцию браса. Опять заходим в сэмплы, слушаем понравившиеся сэмплы. Либо одиночные сэмплы, либо какие-то лупы. Закидываем понравившийся сэмпл на таймлайн. И если он не в нашем темпе, то равняем его под наш темп, делаем какую-то нарезку, чтобы было интересно. И получается что-то такое. Окей, давайте покрасим этот брас. Давайте назовем его брас. Пусть это будет у нас кик. Брас пусть будет красный. У нас как бы вот основа готова. Давайте закинем какой-то барабан на начало нашего трека, чтобы был какой-то разгон. Опять же заходим в сэмплы. Заходим, например, в Drum Loops и Build-Ups. Слушаем, какие начала нам нравятся, и также перекидываем на таймлайн. Окей. В начало хочется добавить каких-нибудь таких вокальных чопов. Тоже заходим в вокалы, слушаем, что у нас есть. Всякие голоса, лупы, фразы. Закидываем это на наш таймлайн и делаем какую-то нарезку. Я забыл сказать, что в начале трека у меня стоит Pro Q, который открывается фильтр. Давайте я его сейчас уберу. Уберу отсюда эффекты. Вот их нет. Как можно это сделать? Выбираем наш эквалайзер, ставим на нем точку, уходим в начало, нажимаем буковку V, включаем проигрывание. Снимаем буковку V. Давайте немножечко тут подровняем. Смотрим, что получается. Давайте на брасы мы тут поставим тоже какую-нибудь трубу. Окей, драм интро опять сделаем, допустим, рабочий. На вокал мы поставим, не знаю, вот человечка, делаем его каким-нибудь другим цветом. Теперь вот в этот небольшой кусочек хочется вставить какую-нибудь сбивку, да, сэмпл интересный. Опять же заходим в нашу папку с сэмплами и ищем какие-то интересные драмсовые лупы. Получается что-то такое. Назовем это
перкуссия, изменим цвет. Вот в этом моменте хочется добавить какой-то элемент, какой-нибудь удар или что-то вокальное. Например, hey, да? Вот. Идем опять в сэмплы и забрасываем на таймлайн понравившийся нам сэмпл. Получается что-то такое. Клево. Так, перкуссия пусть будет опять. Это вокал опять какой-нибудь. Вот в этом моменте хочется также добавить какой-то перкуссионный элемент. Также идем в перкуссию, добавляем, получается что-то такое. И дальше хочется добавить также перкуссию вот в этот последний момент, когда все замолкает. Хорошо, добавляем. Дальше. Вот в этом моменте хочется добавить какой-то удар. Например, сбивку по томам. Идем опять в наши сэмплы и ищем интересные тома. Готово. В момент сильной доли хочется добавить более сильной трубы. Вот этот бум. Давайте поищем еще какие-нибудь сэмплы с трубой. Трубище у нас красное. Тома давайте сделаем опять коричневыми. Вот в этом моменте у нас идет реверс вот этой самой трубы. Как это сделать? Давайте покажу на примере. Давайте Ctrl-C, Ctrl-V. Мы с вами выделяем этот сэмпл. Аудио, процесс, реверс. Готово. И теперь мы с вами подтянем его. И сделаем здесь fade out. Получаем. Так, я закинул понравившийся райзер. Это тональный райзер. Так, теперь хочется добавить еще каких-то таких white noise'овых. Ищем white noise'овые. Готово. Добавили white noise'овых райзеров. Хочется добавить такой white noise'овый крэш, когда вот идет сильный удар. Смена вот это. Чтобы он так вот разлетался, да? Ищем это в папке FX, white noise, down filter. И понравившийся кидаем опять же на таймлайн. Вот мы добавили с вами еще различных элементов, чтобы немножечко разнообразить нашу аранжировку. Добавили перкуссионных лупов, хай-хетов. И что у нас с вами теперь вырисовывается. Что я здесь сделал по обработке? Здесь есть такой вот вокал. То есть он у меня сначала то в правом канале, то в левом. Это делается, вот нажимаем на эту стрелочку. Выбираем здесь стандарт panel, left-right, то есть право-лево. Берем наш квадратик, наш карандаш и рисуем вот такую вот змейку. Нажимаем кнопочку R, это считывание нашей автоматизации. То же самое с этим элементом. По вокалу изначально он звучал вот так. После обработки я повесил здесь стереодилей и сделал эффект хаоса. То есть мы выставляем задержку
правого канала относительно левого вот буквально в 15-30 миллисекунд. И наш мозг начинает ощущать, как будто это два разных звука, и создается ощущение стерео. Ну, дальше повесил немножечко сатурации, чтобы он был более такой с яйцами, и компрессор. То есть он стал более такой потяжелей. Ну, я не стал дальше подписывать это все, разрисовывать. Все это понятно, все делается по аналогии, как и здесь. Также на стереошине нам нужно с вами повесить лимитер, чтобы все это дело у нас не пиковало. Все, мы с вами выделили участок, который хотим сохранить. Нажимаем файл, экспорт, аудио миксдаун, выбираем сингл, то есть это будет один единственный файл, называем его, например, trap, выбираем WAV 48 кГц, 24 бит и нажимаем экспорт. И все, и вот у нас сохранился с вами наш trap проект. Ну все, друзья, спасибо вам за просмотр. Надеюсь, эти видео были вам полезны. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите, я практически всегда на связи. Надеюсь, у вас будут получаться восхитительно крутые треки. Вот, ну и не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, это будет очень здорово. Ну все, всех обнимаю, всем пока.